татары были великим народом, да, 6 государств было там. А теперь они пытаются назвать себя монголами. 1600 лет этот термин уже упоминается. Что они имели в виду, чтобы потом создать полную картину? И, к сожалению, много манипуляций. Сегодня мы продолжаем наш клуб актуального прошлого, и он будет посвящен такой интересной теме, как изучение, собственно, этнонима татар. От древности, когда он возникает на территории Центральной Азии, и как он трансформировался и изменялся, как сама трактовка термина, так и его понимание в разных сообществах и в разных источниках. Поэтому мы хотели посвятить эту передачу той самой программе, которая была открыта в Институте истории и посвящена этой очень интересной и важной теме. Наш разговор мы продолжаем с Эльнуром Медхатовичем Миргалиевым и будем говорить о этой самой программе по изучению этнонима татар. Ну, по термину татары, Искандер Ильич, вы сами хорошо знаете, такие дебаты, такие вещи. И, к сожалению, много манипуляций, это мы видим. И все, кому не лень, начинают копаться, во-первых, в нашем этногенезе, да, татары, монголы, тюрки. Что те татары это азиатские, это мы другие. Но, с другой стороны, надо признать, что термин татары и упоминание этого термина такой широкий ареал географический, временные диапазоны, ну, 1600 лет примерно, да, если мы верить, да, китайским источникам, вот они, да, 1600 лет этот термин уже упоминается. Понятно, что это был такой разное время, разные какие-то смысловые, начиная от политонима, экзоэтнонима, индоэтнонима, возможно, то есть во всех ипостасях этот термин побывал. Более того, он в османских источниках использовался и для почтовой системы, да, татари, система татари, в Японии для... То есть это как они объясняли вот эту ямскую службу? Ямскую службу, да, вот называли татарской, да, то есть она уже ассоциировалась, переходила, ну, какие-то другие... Была заимствована? Да, да, более того, была создана комиссия, изучали этот опыт и у себя применили. И более того, первые такие, скажем, гонцы, как Эвлия Челеби упоминает, были из татар, и они входили отдельно в теорию, да, это отдельное направление. К сожалению, у нас малоизвестные пока. Конечно. Ну, тут много и дискуссионных моментов, и самим интересно. Нужно сказать, что в разных источниках, исторических традициях он появляется в разное время. Понятно, это самые древние, это китайские, да, в дальнейшем арабо-мусульманские, персидские, и в дальнейшем самые поздние уже, наверное, в латинских, ну и в русских. Русские, латинские, да. Тоже. И у нас иногда пишут, в источниках цитируют татары, а потом пишут монголы. Я это понимаю, например, для периода монгольских завоеваний, для 13 века. Но когда вы пишете о 14 веке, о 15 веке, источник говорит татары, механически переводить на монголы, это, ну, немножко не совсем научно, исторично. Да? Поэтому нам нужно изучить источники каждого периода и каждой страны для того, чтобы сначала понять, что они имели в виду, чтобы потом создать полную картину. Совершенно правильно. Вот эти дискуссии постоянные на площадках нашего форума, на других конференциях, это всегда присутствовала вот эта дискуссия. И мы как-то решили, что, мы все вместе решили, что надо бы все-таки разобраться в истории термина. Как вы правильно отметили, вот, скажем, китайской историографии, что туда вкладывалось? В латинских источниках, что вкладывалось вот это понятие, вот это, откуда пришло, разные периоды, что могло означать, да? Поэтому, например, по ранним-то понятно, что там связано и с монгольским миром. Вот у осман, если смотрим, да, у османских источников, там уже о монголах мало что знали, и монголы уже, калмыки появились, да, и калмыков они знали, и про тибетских религиозных деятелей знали, но при этом
отделяли татар от монгол, то есть понимали это. Более того, свои рода называли татарами. То есть это уже понятие какое-то широкое, при этом понимали, что есть, собственно, казанские татары, крымские татары, то есть так и называлось. И что-то такое обширное, татарский мир, так скажем, обширный, откуда возникают и сами османы, то есть это что-то такое и широкое понимание, параллельно это все функционировало. Поэтому вот в всех этих вопросах нужно разобраться, без вот каких-то предпочтений, разобраться, понять. И в итоге я надеюсь, что если разберемся с этим термином, мы, наверное, многие вещи уже немного по-другому даже, может быть, поймем. Да? Поэтому говорит о том, что термин татары это только российского периода, придуманный русскими, там, ну, это абсолютно неправильно. Этот термин, даже если обратить внимание на Рашида ад-Дина, как он описывает, да. Раньше татары были великим народом, да, 6 государств было там, и все начали говорить, что мы татары. А когда вот монголы возвысились, да, то все начали думать, что они монголы или выдавать себя за монгол. Да? То есть он пытался разобраться в этих вопросах. Что он прямо говорит, что это социальный термин. Да. То есть тот пресловутый соционим, да. Кстати, Саид Мухаммед Реза в «Семи планетах» тоже разбирается в этих вопросах, тоже удивительно для них, то есть тоже, они тоже пытались разобраться в этом, и он объясняет, что означает термин «монгол», откуда он возник. То есть интеллектуалы позднего Средневековья, даже более раннего Средневековья, они интересовались этим вопросом, и этот вопрос их как бы волновал, но они искали ответы. Те же китайские источники Мендабейлу, да, монголы-татары, они тоже, то есть, объединили. Это понятно, что это не придумка ни Наумова, ни русских ученых и так далее. Нет, но то, что они пытались тоже для себя определить, то есть мы называли всех северных татары, а теперь они пытаются назвать себя монголами. Да. Но мы против не будем, но для себя определим, что это вот такое менда. То есть это вот монголы-татары. На мой взгляд, удачный термин для своего времени, и многие вещи объясняет, кстати. Ну, да, если учесть, что там в сокровенном сказании до 40% тюркских слов, то это понятно, что говорить, что вот эти племена монгольские или татарские, это, конечно, немножко абсурдно. Но и сам термин моголы, могулы, Могулистан, он же тоже уже для этой территории потерял значение такого монгольскости, и вряд ли они даже знали монгольский язык. И ведь монгольский язык в Индии, он же тюркский. Ну, это шагатайский мир, могулы, тюрки, в принципе. Язык Бабура, да. И он даже, могольский язык отличается от монгольского специально, потому что он является тюркским. То есть это и моголы тоже превратился в соционим. Конечно. Поэтому здесь очень есть интересные поводы для дискуссий, для обсуждения. И я думаю, что мы и в дальнейшем тоже будем говорить о новых открытиях, о новых источниках, особенно когда они будут выходить, и будем рассказывать о новых достижениях источниковедов как в области Золотой Орды, так и татарских государств. Благодарю за внимание.